Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале Семиделушка. Сейчас я вам расскажу, что я стала вязать из пряжи деревенька. Как известно, эта пряжа сейчас продается в магазинах Fix Price, но, честно говоря, ее очень быстро разбирают. Буквально, не знаю, за несколько дней. Вот я недавно зашла и увидела, что осталось последних там 2 клубочка коричневой пряжи. И я купила один, потому что мне как раз нужно еще один клубочек для того, чтобы завершить задуманное. Что же я стала вязать из этой пряжи? Значит, сразу скажу, что раньше я никогда из этой пряжи ничего не вязала. Я ее только видела в интернете. И сейчас могу сказать, что пряжа довольно приятная. Я, честно говоря, не знаю, для каких целей вязальщицы покупают эту пряжу, но, на мой взгляд, из нее, безусловно, может получиться очень много разных полезных вещей. Те, кто не боится колючести пряжи, то есть не боится, что вот будет колоться, кому, в принципе, это не доставляет дискомфорта, то тот может из такой пряжи даже связать себе хороший свитер и даже кардиган. Известно, что если пряжа колется, что даже через футболочку все равно вы будете ощущать вот эту колючесть пряжи, если не будет подкладки, конечно. Итак, что можно связать из этой пряжи, на мой взгляд? Пряжа довольно мягкая. Вот, из нее можно связать и носки. Прежде всего, это, конечно, носки. Лучше добавить носочную добавку к этой пряже, то есть какую-то укрепляющую ниточку, потому что пряжа чисто шерстяная, и в итоге она будет быстро протираться. Из этой пряжи можно связать все что угодно. И шарф, и шапку, и кардиган, и свитер. Даже очень будет хорошо смотреться свитер с контрастным рисунком. Например, взять белую пряжу из этой же серии и коричневую, и их сочетать, и связать жаккардовый узор будет очень красиво. Вот сейчас у меня на столе вы видите целый моточек пряжи, деревенька. Вот в фикс прайсе он стоит 77 рублей. Тут же сразу хочу оговориться, почему 77, на мой взгляд, потому что здесь 90 граммов в этом моточке. Не могу понять, почему в фикс-прайсе немножко дешевле, но мое предположение, что немножко отличается вес в моточке. Я видела эту пряжу по цене больше 80 рублей за моток. И там было написано, что 100 грамм. Но я не видела саму вот эту вот упаковочку от пряжи, действительно ли там 100 грамм. Но вот здесь, в той пряже, которую я купила в магазине Fix Price, здесь написано 90 граммов. Вот. 153 метра, стопроцентная шерсть. Так, сразу еще раз повторю, что пряжа очень мягкая, приятная. Лично я не боюсь колкости пряжи, и поэтому я бы с удовольствием даже себе связала свитер, но сейчас я этого делать не буду, как-нибудь в другой раз. Рядом здесь вы видите белый моточек пряжи. Вот эта белая пряжа была мною куплена много лет назад, лет 5-6. Я купила ее на специальном сайте, где продается овечья пряжа. И она была не отстирана, то есть я купила не отстиранную, она была покрыта воском и так далее. Вот здесь у меня в руках клубочек уже отстиранной пряжи. Может быть, я ее как-то стирала неправильно или что-то, она вот немножечко, видно, что немножечко свалялась. Хотя, в принципе, скручена она достаточно ровно, очень ровненько. Очень мало посторонних вкраплений в этой пряже, очень мало. Поэтому, если бы я, наверное, купила сразу отстиранную пряжу, но она была подороже, а я решила сэкономить, взяла подешевле. Если бы я купила отстиранную пряжу, то я думаю, что она была бы, конечно, очень ровненькая, красивая. Из этой пряжи, которая вот у меня есть, и вот из этой пряжи деревенька, я решила связать бабушкин квадрат. И у меня получился такой квадрат.
настолько красивый, что, в общем-то, я решила сделать из таких квадратов сидушки на стульчике. У меня как раз такого бежевого цвета, светло-бежевого цвета стульчики. И такие сидушки как раз подойдут. Сейчас я вам покажу, какой бабушкин квадрат у меня получился. Вязала я крючком номер 5 пряжи деревенька и сочетала ее вот с этой белой пряжей, вот, которую я купила уже. Это не деревенька, она более прочная, более жесткая. Вот, ее я купила отдельно в мотках. Значит, сейчас показываю, что получилось. Убираем в сторону пряжу. А вот и бабушкин квадрат. Очень приятно получилось по ощущениям вот это полотно. Очень приятно. То есть даже вот, несмотря на то, что вот эти два вида пряжи, они разнятся, то есть это пожестче, это помягче, даже в таком виде я бы, наверное, что-нибудь из них связала такое красивое, а может быть даже связала из белой, а вот из этой что-то, какой-то рисунок нанесла сверху с помощью большой иглы, может быть даже каким-то крестиком. Ну, в общем, тут полета для фантазии, в общем-то, очень большое пространство для полетов по вашей фантазии. Вот, значит, берем бабушкин квадрат. Вот он получился такой большой достаточно, то есть ровно на стульчик, который есть, на стульчике, которые есть у нас на кухне. Вот. Значит, обычно вязала его как любой бабушкин квадрат, то есть здесь 5-6 петель, значит, далее идет по 3 петли, получается вот такой крестик. Здесь между ними по 3 петли воздушные. И 3 столбика, по 3 столбика с одним накидом, здесь 3 воздушные петли и так далее. Здесь тоже следующий ряд 3 столбика с одним накидом и по 3 воздушные петли между ними на углах, а в обычном ряду где-то одна воздушная петля, одна, не больше. Итак, еще раз повторю, что получилось. Вязала я крючком номер 5. Почему я повторяю? Потому что некоторые перематывают видео, и вот чтобы у них было понимание, что вообще происходит и о чем мы говорим, значит, я повторюсь. Итак, крючок номер 5, пряжа, троицкая пряжа деревенька из магазина Fix Price. Да можно и не из Fix Price, можете и так ее купить, естественно. Вот я купила Fix Price. И обычная шерсть, тоже чистая шерсть, которую я купила на сайте, где продавалась овечья шерсть. Значит, я ее сама стирала. Вот, она достаточно жесткая. Крючок номер 5 подошел идеально. Идеальный получился бабушкин квадрат. Приятный, мягкий. Вот изнаночная его сторона. Вот здесь, видите, было соединение столбиков, соединение рядов. На изнаночную сторону я планирую сделать подкладку из обычного текстиля. То есть это я уже буду шить на машинке. Возможно, слой ватина будет. И, соответственно, она будет вот с обратной стороны вот этого замечательного квадрата. И сразу хочу сказать, что вот в таком сочетании, контрастном, очень красиво смотрелись бы любые другие вещи. Так что очень рекомендую тем, кто любит вязать жаккардовые узоры, покупайте вот эту пряжу деревенька. Она есть и в темно-коричневом варианте, есть в таком вот светло-бежевом варианте. Их можно сочетать, оба этих цвета, они достаточно по фактуре мягкие, значит, и скручена она очень здорово, то есть и нет никаких вкраплений, кроме вот этих вот волосков, которые характерны для шерсти. Вот эти белые волосочки здесь, они характерны для шерсти. Никаких узелков, никаких посторонних вкраплений в виде каких-то там чешуек от репейника в этой пряже нет. Она фабрично обработана, мягкая, замечательная пряжа. Здесь рекомендуется для этой пряжи использовать спицы толщиной 4,5 миллиметра.
Но я использовала, сейчас мы говорим о крючке, и я использовала крючок номер 5, и он тоже идеально подошел. Ну, вот на этом и все. Я буду вам признательна, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал. Если вам понравилось это видео, пишите свои комментарии. Я на все комментарии отвечаю. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Пока.